Привет! Меня зовут Светлана. На календаре 11 февраля 22 года. И вы на моем канале, видео на котором посвящены моему любимому хобби – вышивке и чтению. Хочу, друзья, разнообразить ваше время, проведенное за вышивкой, путем подачи информации, которую я считаю интересной. Сегодня в программе, согласно традиции, сложившейся на канале, первая часть видео будет посвящена вышивке «Итоги недели». А во второй части видео вновь состоится заседание нашего светского клуба. Сегодня, друзья, мы вновь отправимся во времена Ивана Грозного. Что-то он нас с вами не отпускает. Видимо, есть какая-то недосказанность. Сегодняшнее путешествие мы посвятим первой царице Анастасии Романовне, первой и любимой жене царя Ивана Грозного. Летопись гласит, что преподобная Анастасия наставляла и приводила Иоанна на всякие добродетели. Царица была такой мудрой, добродетельной, благочестивой и влиятельной, что ее почитали, любили и боялись все подчиненные. Великий князь был молод и вспыльчив, но она управляла им с удивительной кротостью и умом. Когда добрая царица Анастасия умерла, она была причислена к лику святых. Царица Анастасия Романовна с достоинством пронесла тяжелый крест первой русской царицы. И несмотря на беспощадную все нарастающую с конца XVIII столетия травлю царя Иоанна в исторической литературе, ее пощадили и недруги, и время. Но пока перейдем к первому пункту нашей программы, к вышивке. А недельный отчет я начну с процесса, который был недавно введен дополнительно к основному, и который называется «Овечки зимой», производитель Heritage. Кстати, у этой картины уже второй отчет. И я бы назвала процесс, работу над ней, двухдневкой, так как вышиваю по воскресеньям и по понедельникам. И вот за 2 дня, друзья, мне удалось вышить 3000 крестиков. Сейчас в верхнем левом или правом углу я вставлю фотографию, как работа выглядела на начало отчетного периода и как она выглядит сейчас, чтобы вам легче было оценить масштаб проделанной работы. Картина, как вы можете видеть, выполнена уже на 31%. Вышивается легко, непринужденно. Мне очень нравится такая отдыхалочка. Ну, пока, во всяком случае. Как вы можете видеть, здесь большие участки зашиваются одним цветом. Вот просто уходишь в себя, в свои мысли и занимаешься иглоукалыванием. Вышиваю я сверху вниз, никаких областей здесь, понятное дело, я не выделяю, ничего. Просто иду вслед за символами и вышиваю приятно. И нахожусь все, занимаюсь этим процессом в воспоминаниях о недавно просмотренном сериале, как я уже о нем упоминала в прошлом видео. Это о всех созданиях больших и малых. Ну вот, вижу перед собой, друзья, я Британию конца 30-х годов, сельскую местность. Да, и вот приезжает наш любимчик Джеймс Хэриот, неопытный ветеринар,
чтобы начать практику под руководством довольно-таки эксцентричного, но интересного врача Зигфрида Фарнана. И вот нашего Джеймса ждет масса испытаний, но выдержки ему не занимать для работы своей мечты. Да, он с детства любил животных, хотел их лечить, получил образование, которое было, конечно, проще получить, чем найти потом работу в Глазго, где он жил и учился. И посему ему пришлось отправиться в те далекие дикие уголки Йоркшира, чтобы стать помощником вышеупомянутого ветеринара, профессионала, да, Зигфрида Фарнана. И вот вчерашнего студента, можно сказать, приехавшего из города в хорошем костюме, ждет совсем не теплый прием. Зигфрид решает сразу же испытать нашего Джеймса на практике, показывая ему, что их профессия не для робких и не для белоручек. Он его тут же отвез на ферму, где лошадь заболела, и при всем параде Джеймсу пришлось ее осматривать, ставить диагноз, оказывать помощь. Ну, он молодец, справился и понравился Зигфриду, он его оставил у себя. Чувствую, что я Джеймса буду вспоминать частенько, пока буду вышивать эту картину. Вот так. Замечательный писатель. Герой очень интересный. Но не там все интересные персонажи. Ну вот, друзья, отчиталась вам по этому процессу. Теперь следующий отчет. Ну что, друзья, а теперь подошло время посетить нашу добродушную семейку. Вкратце напомню, я вышиваю картину, которая называется «Любимая мелодика» от артели «Белый кролик», которую схему разработали по картине известного итальянского художника Евгению Эдуардо Дзампиги. Размер схемы 576 на 420 стежков, 200 цветов задействовано в работе, 102 из них бленда. Я вышиваю крестиком в 2 сложения нити, ниточками ДМС по канве Аиде 18 каунта, иголочкой 28 номера. Да, я знаю, многие не любят ее, а я не могу вышивать крупненькими, мне кажется, они неповоротливые, но это дело привычки. Кому как, чем удобно, тот, соответственно, так тем и вышивает. Ну вот, друзья, где мы сейчас с вами находимся? Перед нами превью. Итак, если мы разобьем картинку, ну даже не если мы, а мы уже с вами разбили картину на 3 части по вертикали. Успешно финишировала, я напомню, первая часть картины, которая называется «Джузеппе». Первая, левая часть, я сейчас ее показываю. Вот он, голубчик, курочки, все, тазик с водичкой, винишко в плетеночке, скатерть отброшена небрежно, взгромоздившийся Джузеппе с гармошкой. Да, друзья, никогда не думала, что мне когда-то придется вышивать музыкальные инструменты или животных, или мебель, там, стол, очаги. Вот как-то раньше, ну, не интересовалась, да, данной темой. И тут вдруг картина, в общем, меня зацепила очень, нравится она мне, близка по духу, атмосфера мне интересна того времени. И вот так вот потихоньку я и вышила и посуду, и инструмент, и люди замечательные какие. Все
очень интересно. Да, так о чем я? Да, и вот мы с вами благополучно стартанули, да, вторую часть, которая называется у нас «Розочка». Вот она, девица на выданье. А, голубушка, красавица, расположилась вальяжно на стуле, натанцевавшись. Ну, вот так. Задеваем мы картину, получается, и ситечка. Вот такие границы мы ориентируемся, да, где мы с вами. Ну и, конечно, начинать я всегда, ну, как читаю, пишу, так и вышиваю сверху, слева направо, так и вышиваю. Вот и сейчас я нахожусь в верхней части, второй части картины и вышиваю ее. Ну, давайте перейдем сейчас непосредственно, да, к вышивке. А вот и результат на сегодняшний день. Я в нижней части видео вставлю фотографию, как выглядела работа на начало вышивальной недели. И вы сможете с легкостью оценить масштаб проделанной работы. Ну, сразу к цифрам. Я знаю, что кто-то, кому-то интересно цифры послушать, сколько вышито, кому-то нет. Ну, Сага считает, озвучить проще простого, да. Вышито 3500 крестиков за неделю. Всего картина уже у нас готова на 44%. Всего вышито крестиков 106 300. И осталось всего-то 135 500. И все, и картина будет готова. Да, друзья, радует уже все-таки 44%. Еще поднапрячься, и будет экватор. Так что, ну, будем двигаться, да, приближаемся к цели. Пока цель 50%. Там мы с вами поторжествуем и пойдем дальше. Ну что, вышивалась, как вы видите, друзья, да, что верхняя часть уже у меня, вот этот участок полностью вышит. Ну и, понятное дело, вышивала я облупившуюся, немного с плесенью, штукатурку. Я так понимаю, что крыша у наших друзей прохудилась, поэтому сырость во время дождей, видимо, образовывается на стенах. Ну и, соответственно, поэтому такой и вид имеют наши стены. Сейчас покажу картинку вам. Вот они, стены. Старенькие, облупившиеся. Ну ничего, зато добродушная, эмоциональный атмосфера, фон эмоциональный, приятный, люди счастливы здесь, и особого внимания на какие-то неурядицы бытовые не обращают. Ну и хорошо, главное, что все счастливы. Да, вот оно, ситечко. Я, конечно, не могу утверждать, что это 100% ситечка, не знаю, вот такая там какая-то крестообразная деталь. Но почему-то мне кажется, что это ситечка. Хорошо тоже проработано, аккуратные края, все. Шла дальше, вот следующую участок, следующий я выделила тоже в 2100 участки я беру для вышивки. И тут натыкаюсь на такой вопрос. Ну, я вначале не беру смотреть картинку. Мне интересно, когда на чистом полотне начинает что-то проявляется какая-то загадка. Я думаю, что же это такое? А ну-ка дальше, дальше. Вот интересно. Вот. И тут я понимаю, зацепилась. Я, конечно, за этот край пошла дальше, дальше. Думаю, что это такое там?
вспоминала. А это картина. И я думаю, ну все, надо назвать новый старт, продвижение по этой картине. Вот, думаю, девчонки посмеются, ну, кто с юмором, конечно. Но я знаю, что у меня зритель юморной, шутки воспринимает положительно, все. Вот, думаю, надо написать в названии. Новый старт, поначинала, что-нибудь такое. А потом думаю, а вдруг кто-то без юмора, без чувства юмора. Поэтому не решилась. Ну, в видео, конечно, я с вами посмеюсь, порассказываю. Да, друзья, вот она, картина. Такая для меня тоже неожиданность. Особо я на нее не бросала взгляд свой. Ну, а теперь, конечно, она во всей красе у нас. Вот она, эта картина будет. Вот. Думала я ее, конечно, так сказать, финишировать, вот, чтобы вам сказать, у меня есть старт и финиш новый, вау, ура! Но затем, ну, времени уже у меня нет, надо делать отчет, поэтому буду надеяться, что мне удастся ее закончить в следующей текущей рукодельной неделе. И как мы видим, здесь остатки еще одной какой-то картинки. И вот мне интересно, то ли это проделки нашего Джузеппе, чтобы я вдруг не ударилась в многопроцессность. Но я, друзья, наверное, не ударюсь, потому что у меня была такая мысль, когда вышивала в понедельник, второй день овечек зимой. И у меня такая мысль мелькнула, думаю, наверное, я их сейчас вот закончу, выщу полностью до конца и уже со спокойной душой буду заниматься любимой мелодией. А потом думаю, подожди, стоп. У меня была вроде как цель попробовать, ну вот, как-то с одной на другую работу переходить, отвлекаться, как-то развлекаться, что ли. Не, надо все откладываю, и так пусть стоит до следующего воскресенья и понедельника. Ну вот, да, вот это такая я, с меня такой многопроцессник. Взять, закончить и уже работать над одной. Ну, вот так. Но я уверяю вас, друзья, что с любимой мелодией, ну, едва ли заскучаете. Никакой тут монотонности. Об участках, которые вышиваются одним цветом, это можно только мечтать. Я все с добрым чувством вспоминаю камин. Сколько здесь было участков одним цветом. И мне спать хотелось, и как-то мне и грустнулось, и в свои мысли я уходила. Ну, в общем, было чем заняться в этот момент. А сейчас... все оттенки от приятного до не совсем. Ну, так как они изображают, конечно, у нас не совсем здоровую штукатурочку. Вот, поэтому и частая смена цвета, и разброс, то есть не группками крестики, а то там надо протяжки, постоянно крепиться, что-то где-то. Поэтому сказать, что мне скучно вышивать, отнюдь. Ну, едва ли при таком разнообразии символов, цветов, да, ниточек, заскучаешь. Нет. И вот очень на этом этапе, на прошлой неделе, да, меня порадовала вот эта картина. Я мужу говорю, стартанула, у меня еще один старт. Он какой? Как? Я не знаю, как я мог что-то пропустить. Где? А вот он, картина. Так что, друзья, на сегодняшний день итог, то, что я перед собой вижу, меня устраивает. Мне нравится, как разработана схема, как показана здесь плесень, штукатурка, частями обсыпавшаяся, ситечка.
Ну, о картине я пока не могу судить. Она не готова полностью. Но у нас с вами есть все шансы увидеть ее уже, так сказать, в законченном варианте, как она будет выглядеть. Надеюсь, что мне удастся ее закончить на следующей неделе. Ну, а там посмотрим. Так как вы же видите, полкартины спустились вниз, а я-то иду полосами, поэтому возможно, что половина будет уже закончена картины непосредственно этой, а эту часть нижнюю я, возможно, буду заканчивать позже. Но я думаю, что по половине уже будет понятно и видно, насколько проработана эта деталь в картине и насколько она понятна, интересна и уместна, и как она разработана. Она-то уместна, конечно, уже заговариваюсь я что-то. Какая-то дама, по-моему, изображена. Да, так что можно уверенно сказать, что в этой части, верхней правой, у меня состоялся сеанс одновременной игры. Да, буквально одним прокалыванием иголочки ткани я работала моментально, одновременно над двумя картинами. Общей любимой мелодией и пока еще неизвестной, но уже достаточно проявившейся на канве картины, да, которой любуется наш Джузеппе и вся его семья. Ну вот, друзья, поделилась с вами впечатлениями, да, рассказала статистику, кому интересно, сколько чего вышло. Куда двигаться буду, понятно, да? Сюда же в сторону, вправо буду заполнять этот участок. Еще немножко захвачу в сторону на 300 стежков пойду. И все, друзья, буду опускаться, чтобы не зацепить нашу третью героиню. Иначе потом будет неинтересно. Ну все, друзья, теперь нас ждет историческая часть видео. Устраиваемся поудобнее. Я постараюсь в течение видео вставлять картинки, которые будут иметь звуковое сопровождение, чтобы вы знали, когда можно бросить взгляд на экран, чтобы не приходилось часто отвлекаться от вышивки. Ну что, друзья, отправляемся во времена Ивана Грозного. Как царица Анастасия на 13 лет сделала Ивана не Грозным. Ивана Грозного не прозвали бы Грозным, если бы его первую жену не отравили, уверены многие. Зато сам факт женитьбы Ивана на Анастасии привел к тому, что позже Рюриковичей сменили Романовы. Иван, будучи Грозный, с детства был мальчиком впечатлительным, очень эмоциональным. Он рано лишился отца, но куда сильнее по нему ударила неожиданная смерть матери Елены Глинской в его 8 лет, с последующими притеснениями и казнью ее соратников. Малолетнего царя фактически заточили в палатах и порой забывали кормить. Новые опекуны, не стесняясь, оскорбляли его, отвешивали оплеухи и гуляли за счет царской казны. Неудивительно, что мальчик озлоблялся. И вот уже его любимой забавой стало раздобыть где-то кошку и скинуть в окно так, чтобы она разбилась о каменные плиты. Когда в 13 лет Иван отдал приказ разорвать с собаками одного из своих мучителей, и этот приказ выполнили, он понял, что теперь никто над ним не властен. И все, кроме опекунов, быть может, ждали,
когда он проявит свою царскую власть. В дальнейшем он казнил немало бояр. В 16-летнем возрасте в 1547 году Иван был коронован и по традиции того времени должен был жениться. По обычаю устроили смотр всех девушек, подходящих по возрасту. Невест свозили со всех уголков Московского царства. Относительно выбора невесты Иван повторил тот же способ, который был употреблен при первой женитьбе его отца Василия и который существовал еще у византийских императоров. По городам разосланы грамоты к боярам и детям боярским с приказом представить своих детей или родственниц девиц на смотр наместникам. Последние из них выбирали лучших и отсылали в Москву. А здесь между ними уже сам царь выбирал себе невесту. По легенде, на смотре Ивану представили толпу невест в несколько сотен человек. Он не поленился посмотреть в лицо каждой. Одна совсем крохотная, что тогда считалось изъяном, девушка привлекла его внимание и своей красотой, и необыкновенно толстой темной косой, и выражением глаз. Анастасия Захарьевна Юрьева, позже ее семья станет Романовыми, была, как и Иван, сиротой и примерно его ровесницей. Ее-то он и выбрал. Первая жена Ивана Грозного, Анастасия Романовна, происходила из рода Захарьиных Юрьевых. Впоследствии они стали зваться Романовыми и положили начало новой царской династии. Точная дата рождения Анастасии неизвестна. По предположению историков, она могла появиться на свет 2 октября 1530 или 1532 года. Ее отец Роман Юрьевич Кошкин-Захарьев-Юрьев был окольничем при Василии III, из-за своей ранней смерти особо ничем не отличившимся, а ее дядя состоял при малолетнем Иване IV в качестве опекуна. Мать Анастасии Ульяна Федоровна. Ее последним приютом стал Вознесенский монастырь Московского Кремля. При постриге, дата которого неизвестна, она взяла себе имя умершей дочери, которую пережила на 17 лет. Благодаря браку Анастасии произошло возвышение рода Романовых, а в 1598 году после пресечения московской линии Рюриковичей близкое родство с последним царем Федором дало основание Романовым претендовать на престол. Избранный в 1613 году первый царь из дома Романовых Михаил Федорович, внучатый племянник Анастасии Романовны, внук ее брата Никиты. Здесь я вставлю портрет первого царя из рода Романовых Михаила Федоровича. Будущий царь с малых лет был дружен с братьями Анастасии, которую увидел только когда ей исполнилось 14 лет. Девушка славилась не только привлекательной внешностью, но и добродетелью и умом, и приглянулась юному наследнику престола. Сохранился чиновный свадебный список бракосочетания царя Ивана IV Васильевича. В него входит опись шкатулы с драгоценностями царицы Анастасии Романовны. Шкатула писана красками желтою, а по ней полосы черны, по сторонам окована, а в той шкатуле 3 скриночки, да наверху в похоронке чепи золотые плоские, кресты, зарукавье, 2 пера жемчужные с каменья и 3 жемчуги великие,
серьги розными образцы, цветки с каменья розными, поясы золотые жемчужные, жемчуги, которые из дому, образцы золотые, чепи золотые и иное, чего не можно вспомнить, и потому что списки тому там же в шкатуле. В той же шкатуле коруна с каменьями различными и 3 жемчуги, волосник с окатным жемчуги и с резным каменьем. Здесь хочу вставить картинку с чиновным свадебным списком бракосочетания царя Ивана IV Васильевича. Венчание состоялось в том же году 13 февраля и благотворно повлияло на эгоистичного и вспыльчивого Ивана. Мудрая не по годам, кроткая Анастасия Романовна умела направлять неуемную энергию супруга в правильное русло. Эта царица была такой мудрой, добродетельной, благочестивой и влиятельной, что ее почитали и любили все подчиненные. Великий князь был молод и вспыльчив, но она управляла им с удивительной кротостью и умом, писал английский дипломат Джером Гарсей. По русским приметам жестокость к кошкам была верным знаком жестокости к женщинам. Был и другой дурной знак. Бояре царицу возненавидели. Взяв дочь своего покойного слуги, Иван, по их мнению, их всех унизил. И тем не менее, годы брака Ивана и Анастасии стали лучшими годами его жизни и жизни его подданных. Чему только не приписывали чудесное влияние Анастасии на неуравновешенного подростка и мужчину. Волшебству кротости, обаянию целомудрия, особенной набожности. А стоит признать, что на деле сыграли 2 фактора. Царь и царица искренне любили друг друга и, быть может, полюбили с первого взгляда. И царица была неплохим психологом. Она умела отследить состояние мужа и вовремя успокоить его. Припадки гнева стали редкостью. Все самые важные политические шаги Грозный предпринял во время своего первого брака при Анастасии. Использовала свой талант Анастасия для того, чтобы расположить к себе придворных. Очень скоро многие недовольные стали ее горячими сторонниками. И все же у нее оставались недруги. Например, Анастасия враждовала с политиком и священником Сильвестром. Сторонники Сильвестра сравнивали ее с нечестивой византийской императрицей Евдоксией, мол, ей святость глаза колет. На деле Сильвестр ревновал царя к Анастасии. Ему было жаль терять свое влияние на молодого Ивана. Вскоре по возвращении из Казанского похода царь опасно заболел. И когда ослабел настолько, что не мог ни двинуться, ни вымолвить слова, вокруг одра, казавшегося умирающим царя, собрались придворные и затеяли спор о передаче престола двоюродному брату царя Владимиру Андреевичу, вполне взрослому и самостоятельному правителю. Помимо еще младенца, сына Иванова Дмитрия, что влекло за собою временное правление его матери Анастасии и могло бы вызвать те же интриги и бедствия, какие были в правлении Елены Глинской во время малолетства самого Ивана. Даже, по-видимому, самые близкие к царю люди, Сильвестр и Адашев, стояли за передачу правления Владимиру Андреевичу. Но царь не умер и, выздоровев,
затаил злобу против боярства вообще и тех лиц в особенности, которые шли против его прямого наследника Дмитрия и его жены Анастасии. Он увидел в этом явную измену его царскому роду и особенно восстал на защиту Анастасии. В своих ответных посланиях Курбскому 18 лет спустя после смерти Анастасии Иван писал: «Зачем вы разлучили меня с моей женой? Только бы у меня не отняли юноцы моей кровавых жертв боярских казней не было бы». Вообще, в обращении с женой Иван IV обнаруживает теплоту и нежность. Уходя в поход под Казань, он разрешает ей миловать опальных и давать свободу заключенным. Анастасия же плачет при расставании с супругом. Первую свою жену Иван IV любил какой-то особенно чувствительной любовью. Тотчас по выздоровлении царь выполняет прежде всего данный в болезни обет и весной едет с женой и младенцем Дмитрием в Кириллов-Белозерский монастырь молиться по случаю выздоровления. На возвратном пути оттуда, к великой горести родителей, царевич Дмитрий скончался 9 месяцев от роду. По некоторым данным, он утонул при переправе. Тогда снова начались путешествия по монастырям и угодникам с мольбою о даровании чад. Причем эти обетные путешествия сопровождались щедрой раздачей даров и милостыни. Анастасия Романовна родила 6 детей. Из-за расположения мужа, которого Анастасия никогда не утрачивала, ей приходилось рожать довольно часто, каждые 2 года. Но счастье материнства перемежалось с болью. Первая дочь Анна появилась в 1549 году и прожила около года. Вторая, Мария, родившаяся в 1551, умерла на 2 году. В 9 месяцев трагически погиб и долгожданный сын Дмитрий, рожденный в 1552 году. Евдокия радовала родителей с 1556 по 1558. В живых остались лишь сыновья: Иван 1554 года рождения и Федор, увидавший свет в 1557. Оба же царевича достигли возмужалого возраста. Известна, впрочем, трагическая смерть царевича Ивана. Оставался лишь слабоумный и слабодушный Федор. В будущем именно Федору передаст Иван трон. С Федором и прекратилась династия Рюриковичей в 1598. Главным делом Анастасии был, конечно, не муж, она его видела не всякий день. Царица, по обычаю своего времени, много вышивала в тереме, но подошла к этому делу куда основательнее, чем боярские дочери и жены. В ее палатах буквально работала мастерская, вместе с царицей шила и ее свита. Сейчас сохранилось около 1,5 десятка работ из царицыной мастерской. Они лежат в музеях России. Все они узнаваемы по стилю и для своего времени сделаны с очень высоким художественным мастерством. Это не считая того, что царица могла не жалеть дорогих материалов для изготовления своих полотен. Она придирчиво выбирала и темы, останавливая выбор на важных государственных событиях
или истории Рюриковичей. Фактически Анастасию можно считать хозяйкой первой светской художественной мастерской на Руси, специализирующейся именно на исторических полотнах. На нее работали не только женщины. Для создания эскизов привлекались мужчины-иконописцы разных школ и даже земель. Всего 13 лет супружества было отведено Анастасии и Ивану. И без того слабое здоровье царицы было подорвано частыми родами и чехоткой. После рождения шестого своего ребенка, царевича Федора, царица Анастасия стала хворать все чаще и чаще. Быть может, под влиянием тяжелой атмосферы придворных интриг и вражды к ее родственникам Захарьиным и Юрьевым. И перемены в характере самого Ивана, его ожесточение против бояр и начавшиеся ссылки и казни не могли не отразиться на кроткой и незлобливой природе царицы. Приверженцы и советники Сильвестра недолюбливали Анастасию. Курбский в своих письмах к царю далеко не лестно отзывается о братьях царицы, которые в случае смерти царя, конечно, захватят власть в свои руки. Иван IV говорил защитникам царевича и Анастасии: «Не дайте боярам сына моего извести, но бегите с ним в чужую землю, куда Бог вам укажет». А Захарьиных он умолял положить головы свои, прежде чем дать жену его в поругание боярам. По заявлению царя, во время обратного пути с больной Анастасией из Можайска в ноябре 1559 года она за одно малое слово с ее стороны явилась им, Сильвестру, его советникам, неугодной. За одно маловатое слово ее, писал он Курбскому, они рассердились и воздвигли сильную ненависть на нее, уподобляя ее всем нечестивым царицам. Царю в это время было уже 28 лет. Его смущали, раздражали и сердили беспрестанные угрозы. «Кричать мне, что душа-то моя погибнет, царство-то разорится», — говорит Иван, намекая на Сильвестра. «Заболею ли я, или царица, или дети? Все это, по вашим, Сильвестра и его советников, словам, было наказание Божие за наше непослушание вам», — говорит Иван в другом месте своих посланий к Курбскому. Весной 1560 года удаляется в почетную ссылку воеводою в Ливонию Адашев, а вскоре затем сначала добровольно уходит, а потом ссылается и Сильвестр. Таким образом, недоброжелатели Анастасии и ее родственников не смущают боли ее души. Но уже в июле 1560 года царица занемогла тяжкой болезнью, усиленную вдобавок испугом. Загорелся Арбат, тучи дыма неслись прямо на Кремль, и все усилия потушить пожар казались напрасными. Испуганную и больную царицу поспешно вывезли в Коломенское. От страха и сильной тревоги ей стало хуже. Медики не могли ей помочь. И 7 августа 1560 года в 5 часов дня она скончалась. Анастасия как бы унесла с собою в могилу лучшие порывы души Ивана, вокруг которого образовалась пустота.
Исследования современных историков показали, что смерть могла наступить по причине отравления. Вместе со специалистами из Бюро судебно-медицинской экспертизы Комитета здравоохранения Москвы геохимики провели спектральный анализ сохранившейся темно-русой косы царицы. В значительной концентрации обнаружены ртуть, мышьяк, свинец. К этой версии склонялся и Иван IV. Во время болезни царицы у царя случилось столкновение с кем-то из советников, которых он и так подозревал в нерасположении к Захарьиным, и которые со своей стороны считали Захарьиных главной причиной своего падения. Посему вслед за похоронами Анастасии последовали преследования бояр и приближенных. Князь Курбский в истории о великом князе Московском писал, что в смерти жены, вызванной, по мнению Ивана Грозного, чародейством, царь обвинил своих бывших советников, священника Сильвестра и Адашева. Прямых доказательств не было, кроме показаний Польки Магдалены, тайной католички, жившей в доме Адашева, которые были добыты под пыткой. На совместном заседании Боярской думы и Освященного собора во главе со святителем Макарием, митрополитом Московским, обвиняемые были осуждены. Поэтому, когда Анастасия занемогла после очередных родов, поговаривали, что это от общей слабости, не выдержала, мол, рожать подряд. Такое случалось. Но царь, чью мать некогда отравили заговорщики, и теперь подозревал заговор. Как покажет анализ останков Анастасии уже в наше время, не зря царицу отравили ртутью. Ее смерть стала огромным горем для подданных и царя. Когда она умерла, не один двор, а вся Москва погребала свою первую любезнейшую царицу. Когда несли ее тело в девичий Вознесенский монастырь, народ не давал пути ни духовенству, ни вельможам, теснясь на улицах к гробу. У гроба рыдали сотни людей. Нищие, оплакивающие царицу, отказывались брать похоронную милостыню. Не за деньги, мол, плачем. Сам 30-летний царь едва держался на ногах и не мог прекратить рыданий. Его буквально вели под руки за гробом. Он стонал и рвался. Один митрополит, сам обливаясь слезами, дерзал напомнить ему о твердости христианина. Это общая скорбь, эта толпа народа, эти нищие и убогие, пришедшие на погребение не для милостыни, все это явно свидетельствует нам, что кроткая и добрая первая русская царица была искренне любима своими подданными. И именно этот образ свой, кроткой и доброй царицы, она сохранила в памяти потомства и в истории. Возможно также, что эта добрая память об Анастасии сыграла свою роль и при выборе царя из ее рода Романовых в 1613 году. Со смертью Анастасии Иоанн лишился не только супруги, но и добродетелей, замечает Карамзин. Бояре еще не знали, что хоронят не только ненавистную царицу, но и добрые времена. После убийства Анастасии в Иване не осталось ничего святого. Одна только озлобленность на мир, бесконечная и бескрайняя.
Ну, вот так, друзья. Пишите комментарии, ставьте лайки, дизлайки. Я желаю всем мира, здоровья и всяческого благополучия. А на сегодня все. Пока-пока.